Как я и обещал, делаю продолжение разбора имен персонажей из аниме Frieren, провожающая в последний путь. А продолжим мы с того момента, как группа Frieren движется в город Айсерст, который живописно раскинулся посреди озера. Возможно, вы не знали, но все имена и названия в этом тайтле говорящие и имеют свой смысл при переводе с немецкого. Я был не в курсе, потому как учил английский, но когда узнал, то решил поделиться с вами. Так вот, слово Айсерст с немецкого означает в высшей степени или до крайности, или же в переносном значении крайний, предельный, исключительный. Короче, самый понтовый город магов назван как самый понтовый город магов. А с вами Steel, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. А в самом городе начинается арка экзамена на звание мага первого класса. В этой арке в разы больше персонажей, чем обычно появляется в тайтле. Некоторые еще не раз появятся в сюжете. И, наверное, стоит начать с группы, которая досталась Frieren. Это подружки детства, Канне и Лавина. Лавина с немецкого означает лавину. Ну, то есть да, что на русском, что на немецком это буквально одно и то же слово с одинаковым значением. Неудивительно, ведь это прямое заимствование. Девушка специализируется на магии льда, но имя-то Снежное. Казалось бы, несостыковка, вот только лавины хорошо сходят, когда снег катится по оледеневшему склону. Так что какую-то логику имя имеет. Одежда тоже под стать имени, в бело-синих тонах. Имя ее подруги, которая постоянно находится в позиции нижней, Канне, переводится с немецкого как горшок, кувшин, кружка или чайник. А вот тут я вообще не понял замысел автора. Что он имел в виду, давая ей такое имя? Что у нее стрижка под горшок? Нет. Что в горшок можно налить воды, а девушка как бы маг воды, и в этом фишка? Ну, тупая фишка, как по мне. Но вы знаете, я человек дотошный, и немного покопавшись в словарях, я нашел такое выражение, как «Es geist wie aus mit Kannen», что переводится на русский «дождь льет, как из ведра». И теперь все встало на свои места. Имя подходящее магу воды. Ну а Frieren у нас мороженка. Если вы не видели первую часть видео, то настоятельно рекомендую посмотреть и узнать, почему я называю Frieren мороженкой, а также то, что Крафт, похоже, является древним эльфийским царем. Видео вы найдете по подсказке справа сверху или в описании, а мы идем дальше. А дальше стоит рассказать про совершенно загадочную парочку магов — Юбель и Лянд, которые достались в напарнике Ферн. Перевод имени Лянд лежит на поверхности. Это слово значит «земля», «страна», «край». Проблема в том, что перевод этого слова никак не связан с его магией. Чел просто стругает своих клонов и удаленно ими управляет. Да, в теории он, наверное, может раскидать своих клонов хоть по всему миру, но все равно задумка слабенькая. Может быть, у вас есть идеи? Пишите в комментарии. С Юбель все куда проще. Ее имя переводится как зло. А еще дурной, плохой, скверный. То есть девочка натурально само зло воплоти. Доктор Зло. А еще при должной транслитерационной эквилибристике ее можно назвать не Юбель, а Убер. Ладно, хватит шуток. Тем не менее, это одно из самых удачных имен в аниме. Юбель одета нарочито так, чтобы попадать в неприятности. Очень любит убивать. Все маги на экзамене подсознательно ее боятся, но при этом за всю арку экзамена она не сделала ничего предосудительного. Ну, убила экзаменатора 3 года назад. Ну, бывает. Маги, что ли, редко дохнут? Да вроде нет. Даже постоянно держа на лице маску поехавшей маньячки, она на самом деле чуть ли не самая эмпатичная среди всех магов. Эмпатичная, только по-своему. Да, вы уже поняли, что я прям фанат этой зеленоволосой бестии. Советую и вам к ней присмотреться. Дописываю сценарий во время монтажа. Я тут узнал, что мою девочку разные озвучкеры называют не то Ибел, не то Ибель. Где они нашли букву И в немецком слове Übel, или в японском? Юберу. Вот где? Даже на Шикиморе тоже написано Ибель. Это что вообще? Короче, для меня она Юбель и точка. Но нужно двигаться к следующей команде, которая состоит из Вирбеля, Шарфа и Эра. Вирбель с немецкого переводится как вихрь, круговорот или же суматоха. Ну, последнее это явно не про него, да и вообще не про магов. Они по большей части все спокойные и собранные.
Канна и лавина не в счет. Впрочем, вихрь тоже не слишком подходящая характеристика, разве что его магия Сарганиль кружится вокруг врага, но это тоже достаточно слабое оправдание. Мне лично кажется, что автору это слово просто понравилось по звучанию, и поэтому он нарек им персонажа. Все же не сходится имя Вихрь с характером уставшего от убийств старого вояки. Следующий на очереди парень, косплеящий Бьякую Кучики из Блича, Шарф. И нет, тут случай не как с лавиной. Шарф с немецкого переводится не как шарф, а как острый, резкий. В данном случае идеально точное попадание имени в мага, который превращает лепестки цветов в заточенные иглы. Жаль, но всей своей силы за экзамен он так и не показал. Третья в группе — Эре. С немецкого ее имя переводится как честь. И тут мне кажется, что это задел на будущие главы, потому как сейчас девушка никак не подходит своему имени. Да, она спокойна и собрана, но только до той поры, пока дела идут по ее плану. Когда же Ферн просто передавила Эре своей мощью, наружу вылезла ее детская вспыльчивая натура. Так что действительно тут либо промах с именем, либо очень хитрый задел на будущее. А еще вы можете поддержать меня, подписавшись на Бусти, где, например, этот ролик подписчики увидели на неделю раньше. А еще там выходят прохождения хентайных игр. Переходи по ссылке в описании и сканируй QR-код, а мы продолжаем. И давайте к следующей команде магов. Тут стоит начать с умудренного жизнью имперского мага Денкена, который производит впечатление самого рассудительного мага на экзамене. И неудивительно, ведь его имя переводится как глагол «мыслить», «размышлять» или реже «воображать». Дед невероятно собран и хладнокровен, даже по меркам аниме. Да и в способности анализировать ему не откажешь. Я вам рекомендую присмотреться к нему повнимательнее, ведь он окажется основным действующим лицом в одной из следующих арок. В напарнике Денкену достался статный мужчина Рихтер, заносчивый, но прагматичный. С немецкого Рихтер переводится как «судья». Вот только качеств судьи у Рихтера нет и в помине. Высокомерность очень дорого ему обходится, и поэтому им легко управлять. По профессии он не только маг, но и торговец. Он держит магазин магических товаров в самом Айсерсте. Короче, имя неподходящее, но мне кажется, что это просто отсылка на Чарльза Рихтера, разработавшего небезызвестную шкалу Рихтера, а анимешный Рихтер как раз таки специализируется на магии, заставляющей Землю двигаться. И последняя в их команде — это Лауфен. Совсем еще молодая и неопытная девушка, которая из-за своей прически мне кажется китаянкой. С немецкого ее имя переводится как глагол «бежать». Нам не раскрыли, как именно работает ее магия, Джилвер, но что-то мне подсказывает, что она не бежит в привычном понимании. Скорее, это что-то вроде быстрого переноса тела. Тем не менее, быстрое имя быстрому магу. Ну и, конечно, как не рассказать об экзаменаторе первого этапа. Генао. Бесчувственный и холодный мужчина, которому плевать на жизнь экзаменующихся. С немецкого его имя переводится как «точный, тщательный». И действительно, он подошел к устройству первого этапа экзамена со всей тщательностью, чтобы разом отсеять всех слабых магов. И без фрирен Канна с Лавиной, например, скорее всего бы завалились, не дойдя до второго этапа. Стойте, я же еще забыл рассказать про птичку, которую ловили все вышеперечисленные маги. Птица из метеоритного железа Штилле. Крепка как дракон, резва как дракон и практически необнаружима. А с немецкого Штилле переводится как «тишина, безмолвие». И действительно, фрирен пришлось перейти в режим полного мана-молчания, чтобы ее поймать. Ну а птицы, которые нападали на магов, зовутся Гейзель, что переводится как «заложник». Получается, они убивают и ловят следующую жертву на заложника из трупа. Да уж, нечисть она такая, хитрая и подлая, даже в виде птиц. Я не знаю, показали ли уже в аниме второй и третий этапы экзамена, но делать еще одно видео будет перебор. Поэтому, если увидите незнакомых персонажей, то берегитесь спойлеров. И начнем мы с Эдель, просто одетой девушки с спокойным и уравновешенным характером. Ее имя переводится как прилагательное «благородное».
благородный. О ее прошлом мало что говорится в манге. Она лишь разок упомянула свою семью, поэтому невозможно сказать, на самом ли деле она благородных кровей. Так что, похоже, у нас тут нераскрытый персонаж. Еще один нераскрытый персонаж — это напарник Эдель, Блей. Лысый мужчина, который одевается в робу, похожую на монашью, и всегда прислушивается к Эдель. С немецкого его имя переводится как «свинец». Больше мне нечего о нем рассказать. И третьим в их команде был Дюнст. Старый мужчина с широкими усами, про которого также известно почти ничего. Никакая у него магия, ни предыстория, только то, что его имя переводится как «пары» или «испарение». Возможно, маг, специализирующийся на газах, но этого мы не узнаем. Следующая на очереди — Методе. Шикарная женщина, с которой Зайн бы не прочь был попутешествовать. Очень дружелюбная, отлично работает в команде, умеет составлять планы и любит маленьких детей или эльфов. С немецкого ее имя переводится как «метод» или «способ». Ну, типа как научный метод. Отличное имя для мудрой и собранной женщины. Имя следующего мага звучит как шутка. Ланге. С немецкого переводится как «длина». Вот только это очень молодая магичка совсем не выдающегося роста. Про нее почти нечего сказать, потому что ее показывали очень мало. Как и последнего мага из команды Методе. Тона. Тон с немецкого переводится как звук, звучание или музыкальный тон. Его магию в манге не показывали, характер тоже неизвестен. Руководила же вторым этапом экзамена маг первого класса Сенс. Магичка чуть выше ростом, чем Фрирен. В отличие от Генау, она называет себя пацифистом и устраивает свой этап так, чтобы не было конфликтов. При этом она лично провожает участников, следя за прохождением. С немецкого ее имя переводится как «коса». Только не в смысле длинные волосы, а в смысле сельскохозяйственного инструмента. И тут настоящее бинго, потому что при переводе на русский подходит оба смысла. Как видно в манге, она как раз таки использует для атаки свои длинные волосы как лезвие. Но только это вряд ли задумывалось автором. Ну и на третьем этапе у нас всего 3 новых персонажа. Во-первых, Сери, та самая ухмыляющаяся эльфийка, которую показывали еще в первом опенинге. Называет себя величайшим магом из мифических времен и обладает поразительным чутьем. С немецкого ее имя переводится как «ряд» или «серия». Какой смысл вкладывал автор, мне лично непонятно. Звучит так, будто ему просто понравилось слово. Но может быть у вас есть какие-то теории. Также еще показывали 2 магов первого класса, Фальша и Лернена. Фальш переводится как фальшивый, ложный, но про него очень мало известно, поэтому подходит ли ему имя, непонятно. Лернен же с немецкого это глагол «учиться». Он самый старый маг первого класса на континенте, и ему действительно проще находиться среди книг, чем среди людей. Несмотря на это, он очень боевой дедок с сильной волей. На этом, скорее всего, и закончится первый сезон Фрирен. Про персонажей из будущих арок я, может, расскажу в следующих видео. А на сегодня все, всем удачи и всем пока.